идет. Здравствуйте, дорогие телезрители и телезрительницы! Сегодня у нас новый выпуск передачи из цикла про наших поэтов-современников. Наша передача сегодня называется «Все знают Ромочку Осьминкина». Как вы поняли, вот он, собственно, рядом со мной и стоит. Здравствуйте, Роман Сергеевич. Здравствуйте. Это название, это первая строчка из знаменитого произведения Романа Сергеевича Осьминкина, посвященная его биографии, которая, собственно, начинается в самом центре, историческом центре города, в Коломне, в доме Утюге, где он родился в день Великой Октябрьской социалистической революции и начал свой великолепный жизненный и творческий путь. Поэтому сегодня мы попросим, собственно, нашего современника напрямую рассказать, как это все было, как он начинал свое творчество и очень много новых интересных вещей. Вы согласны, Роман Сергеевич? Да, сейчас я вам все расскажу. Ему сегодня нам всем все это не видно. Это не меня смотрит. Нет, или мы вот так А мне потом что делать? Камера пошла. Человек широкой души и большого сердца. Я родился на Садовой, в доме Утюге, в коммуналке, где любовь выражалась в матюге. В триготках из потолка научила меня мать по слогам читать Барто и Маршака читать. До 5 не выговаривал букву М. Брежнев, Андлопов, Черненко, Горбачев. Пиздец СССР, это позже были Кавка, Сартер, Камю, Батай. А покуда мой Монмартр, дедовый сарай. Слобода, Шаломковская, Житомирская область. Как делать стихи? Володя Маяковский. Вместо соски сала, я маркиз детсада. Леся украинка, друг пролетариата. Убила 100 фашистов Людмила Павліченка. Зачитане до дир, Кобзетера Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могили. Серед степу широкого на Україні милий. Леся Українка, Кобзетера Шевченка. Серед степу широкого. Вы знаете Ромочку Осьминкина? Да, знаю. Все знают Ромочку Осьминкина, Союза писателей видного члена. Он носит семейники с резинкою, и когда ее оттягивает, говорит: Ёба! Все знают Ромочку Осьминкина, Союза писателей видного члена. Он носит семейники с резинкою, и когда ее оттягивает, говорит: Ёба! Ёба! Бря! Ёба! В целом, это наука. У меня в Декороза 2 микрофона. Я не понимаю, что ты просто... Пишем? Просто это все испортит. Да. Покуда я посюда? Американский план. Ниже. Прошли 80-е, Чернобылем разъятые. Настали 90-е, на 9 граммов острые. Батя пульки нам пулял из не столь далеких мест. В пульках батя обещал, что все будет заебись. Стихотворную форму клал и, казалось бы, не врал. С той поры прошли года, и тогда-то понял я, что поэзия нужна только там лишь и тогда, когда хочешь сказать правду, но не можешь, не пройдя через 9 кругов ада. Ведь за правду люди шли умирать на баррикады, чтобы смертью попрать без физической расправы. Но батяня уж давно кони двинула. Я все продолжаю рэпчикнуть, словно хайку ваш басё. И чем дальше, тем жестей становился мой битец. Если Божий сын не спас, не спасет и Бог Отец. Андрей, отвлекись от удочек. Не могу. Отвлекись. Вы знаете Ромочку Осьминкина? Романа Сергеевича, да, знаю. Все знают Ромочку Осьминкина, Союза писателей видного члена. Он носит семейники с резинкою, и когда ее оттягивает, говорит: Ёба! Все знают Ромочку Осьминкина, Союза писателей видного члена. Он носит семейники с резинкою, и когда ее оттягивает, говорит: Ёба! Ёба! Так. А что это у вас под пальто? Это мой иконостас. Это мой иконостас. Достойно. Ёба! Ёба! Я хотел бы оттолкнуться от очень одной глубокой мысли. Ёба! Верим, что наши действия по достоинству оценят потомки. Верим, что наши... Ёба говорит. Бррр. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица, говорит. Парам, 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 пам-пам, парам, парам.
парам пам пам ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай. Ха-ха.